Наполеон I и Наполеон III известны многим как императоры, существенным образом повлиявшие на историю Франции. При этом о Наполеоне между ними говорят немного, а за пределами круга ценителей французской истории о его личности мало кто знает. Возникает вопрос, каким человеком был Наполеон II и сколько он правил? Итак, будущий французский правитель родился в 1811 году, а его родителями были Наполеон I и Мария Луиза Австрийская. Так как он стал первым законным сыном своего великого отца, ему с рождения был присвоен титул наследника империи. 6 апреля 1814 года Наполеон I впервые отрекся от престола в пользу сына, но Наполеон II не был коронован и носил этот титул всего 2 недели. Затем во Францию вернулся брат казненного во время революции короля Людовика XVI и при содействии антинаполеоновской коалиции взошел на трон Франции как Людовик XVIII. Наполеон II и Мария Луиза навсегда покинули Францию, уехав к его деду, императору Австрии, Францу I. Примерно в это же время он получил прозвище «Орленок». Виной тому стали репрессии Людовика по отношению к сторонникам обоих Наполеонов. Во Франции был введен запрет на упоминание их имен, поэтому наполеоновским лоялистам пришлось придумать и использовать прозвища. Весной 1815 года Наполеон I вернул себе власть во Франции и потребовал от австрийцев возвращения жены и сына, но те отказались. Несмотря на это, 22 июня, когда ему пришлось во второй раз отречься от престола, он снова сделал это в пользу сына. Разумеется, Наполеон II опять не был коронован, и все свое так называемое правление провел в Австрии, а Францию 7 июля снова возглавил Людовик XVIII. Юного Наполеона рано отлучили от матери. Мария Луиза возглавила Парму и навсегда уехала туда, оставив сына на попечении своего отца в Вене. Там он подружился с Францем Карлом, будущим отцом императора Франца Иосифа. Однако, вскоре того стали готовить на роль запасного наследника австрийского престола, и его частые поездки разлучили друзей. С учетом того, что к Наполеону приставили серьезную охрану, и ему запрещалось покидать пределы замка близ Вены, он был поглощен одиночеством и тоской. Мальчик страдал депрессией и часто болел. Можно сказать, что Орленок был птицей в золотой клетке. Вместе с тем, Наполеон все еще оставался знатным дворянином и владел несколькими титулами. В 1823 году Наполеона зачислили на военную службу, и она стала его страстью. За 9 лет он дослужился до полковника, причем его отмечали как одного из самых одаренных австрийских военных тактиков. Успехи юноши в военном деле, вероятно, были связаны с желанием превзойти отца, которым он восхищался. Интересно, что дед велел держать в тайне от Наполеона его происхождение, и тот с детства воспитывался в австрийских традициях. Но он все равно узнал о нем от канцлера фон Меттерниха, видевшего в юноше удобный инструмент для своих интриг. Он был потенциальным кандидатом на 3 европейских престола, но серьезное предложение получил только от одной страны. В 1831 году Наполеону хотела предложить свой трон Бельгия, но эту инициативу сходу пресекли бывшие члены коалиции, что вызвало негодование в определенных кругах. Дело в том, что в Европе его имя было синонимом величайшей угрозы, а также было символом революционного движения. Но Наполеону II не было суждено поставить Европу на колени. Уже в следующем году он заболел чахоткой и скоропостижно скончался. Существует предположение, что на самом деле Наполеон был отравлен собственным дедом, опасавшимся дипломатических затруднений, а также усиления и без того огромного влияния Меттерниха на его власть. 20 лет спустя кузен Наполеона II провозгласил себя императором Наполеоном III, таким образом признав правление некоронованного родича. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победиши! Кстати, Наполеон II с рождения и до самой кончины обладал титулом римского короля, несмотря на то, что Священная Римская империя была уничтожена еще в 1806 году.